Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор, который подойдет для жилета, кардигана, палантина. Узор простой, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 6 петель на 8 рядов. Для примера надо набрать 25 воздушных петель. Держим петельку и набираем одну воздушную петлю подъема. Возвращаемся назад во вторую петлю и провязываем 4 столбика без накида в каждую петлю воздушной цепочки. 1, 2, 3, 4. Провязали. Мы провязали 4 столбика без накида. Теперь по схеме нам надо связать пико. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли. Вот оно. Заходим крючком, вытягиваем петлю и соединительным столбиком довязываем петлю. У нас получилось пико. Далее мы провязываем 6 столбиков без накида в каждую петлю воздушной цепочки. 2, 3, 4, 5, 6. Пико. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли. И соединительной петлей провязываем пико. У нас получилась еще одна шишечка. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли. И соединительной петлей провязываем пико. Провязали. У нас появилась третья шишечка. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли. И соединительной петлей провязываем пико. В конце ряда у нас, сколько бы вы петель не набрали, необходимые вам для изделия, в конце ряда 3 столбика без накида. Мы с вами связали первый ряд. У нас получилась такая вот красота. Начало второго ряда. 1 воздушная петля подъема. Переворачиваем работу. В столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида 1. 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. Между шишечками в 4-ю петлю, в 4-й столбик без накида предыдущего ряда 1, 2, 3, 4 мы привязываемся. Ну так вот примерно, вы же видите примерно середину. Вот
Привязываемся столбиком без накида. Провязали. Вот что у меня получилось. 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Между шишечками находим середину. По схеме у нас получается 4-й столбик. И привязываемся столбиком без накида. 7 воздушных петель. Между пико предыдущего ряда мы заходим и привязываемся столбиком без накида. 7 воздушных петель. 5, 6, 7. И в конце ряда в столбик без накида предыдущего ряда находим его. Мы привязываемся столбиком без накида. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда 1 воздушная петля подъема. Переворачиваем работу. В столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида. Теперь нам надо в этом ряду мы работаем только с арочками. Вот они, вот эти у нас красивые. В данном случае у нас их 4. Сейчас нам надо под арочку, заходим под арочку и провязываем 5 столбиков без накида. Мы как бы обвязываем 1 столбик без накида, заходим под арочку, 2 столбик без накида, 3, 4, 5. Провязали. Теперь, смотрите, мы делаем, нам надо провязать тройное пике, пико, тройное пико. Теперь нам надо провязать тройное пико. Мы провязываем 3 воздушные петли. Заходим в то место, где у нас соединяются 2 петли. Соединительной петлей провязываем пико. 3 воздушные петли. Заходим в то место, где у нас соединяются 2 петли. И провязываем пико. 3 воздушные петли. Заходим в то место, где у нас соединяются 2 петли. Вот они у нас, эти 2 ниточки, 2 петельки. И провязываем пико. У нас получилось тройное пико. Вот такая вот тройная шишечка. Далее мы заходим под арочку и провязываем 4 столбика без накида. 3, 4. Мы заходим в столбик без накида предыдущего ряда и привязываем всю эту красоту столбиком без накида. Вот у нас сейчас законченный элемент. Раппорт. Это и есть раппорт. Провязала я 2 элемента, 2 раппорта без вас. Теперь смотрите, давайте вместе. Мы заходим под 4-ю арочку, провязываем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков без накида. Теперь нам надо связать тройное пико. 1, 2, 3. Заходим в то место, где у нас соединяются 2 петли. Соединительной петлей провязываем 1 пико, 3 воздушные. Возвращаемся назад в то место, где у нас соединяются 2 петли. Соединительной петлей делаем 2 пико, 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли. И провязываем 3 пико. У нас получается вот такая красота. Далее мы заходим под арочку и провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3. Мы как бы обвязываем эту арочку. 4. Провязали. В конце ряда в столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида. Мы с вами связали 3-й ряд.
Вот что у меня получилось. Начало 4-го ряда у нас 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Для новичков это у нас с левой стороны. На схеме, смотрите, 7 воздушных петель. Вот набрали. Переворачиваем работу. И теперь находим лепесток из пико посередине второй. И привязываемся к нему столбиком без накида. 1. 5 воздушных петель. Почему здесь было 7, спросите вы? Потому что 2 столбика это у нас получается переход на следующий ряд. 2 петли, это у нас 2 петли подъема. 5 воздушных петель набрали, находим второй лепесток в пико, заходим в него и привязываемся столбиком без накида. 5 воздушных петель, заходим в следующий лепесток во второй и привязываемся столбиком без накида. 5 воздушных петель, заходим в следующий столбик, лепесток пико во второй и привязываемся столбиком без накида. В конце ряда, смотрите, 2 воздушные петли, делаем тройной накид на крючок и в столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик с тройным накидом. 1, 2, 3 и 2 петли вместе. Мы с вами связали 4-й ряд. Начало 5-го ряда, но по схеме он у нас получается 1-й. Этот был ряд, эти были ряды подготовительные. И теперь смотрите, 1 воздушная петля подъема, переворачиваем работу, столбик с тройным накидом мы провязываем столбик без накида 1, заходим под арочку и провязываем 2 столбика без накида, провязали, заходим столбик без накида предыдущего ряда, который был во втором лепестке пико, и провязываем в него столбик без накида. Теперь заходим в следующую арочку и провязываем, не торопитесь, 3 столбика без накида, пико, возвращаемся в то место, где у нас набрали 3 воздушные петли, возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли и провязываем пико. Далее под арочку 2 столбика без накида, 1, 2, заходим в столбик без накида предыдущего ряда, который был во втором лепестке, и в него провязываем столбик без накида. И теперь все делаем, как делали до этого момента. Будьте внимательны, смотрите на схему. Сначала нам надо провязать 3 столбика без накида. 1, 2, 3 под арочку. Теперь мы вяжем пико, 3 воздушные петли, возвращаемся в то место, где у нас соединяются 2 петли соединительной петлей, мы провязываем пико. После пико мы провязываем 2 столбика без накида, 1, 2. Заходим в столбик без накида, который у нас выходит из второго лепесточка пико предыдущего ряда, и провязываем столбик без накида. Провязали, у нас уже готов второй элемент. Далее мы заходим в арочку и помним, что нам надо провязать сначала 3 столбика без накида, 2, 3. Теперь нам надо провязать пико, 3 воздушные петли. Возвращаемся в то место, где у нас встречаются 2 петли. Соединительным столбиком мы провязываем пико. После пико мы провязываем 2 столбика без накида.
провязали. Теперь мы возвращаемся в пико предыдущего ряда. У нас есть столбик без накида. Мы заходим в него и провязываем столбик без накида. Теперь нам надо провязать, смотрите внимательно, 2 столбика без накида под арочку. И вот так крючком оттяните, вам будет видно, чтобы у вас был ровный край. И вот та петля, которая будет на углу, в моем случае она получается 3-я. Мы провязываем столбик без накида. Почему мы это делаем, я объясняла в предыдущих видео, чтобы у нас был ровный край. Если мы сделаем просто 3 столбика без накида, у нас край будет никакой. А этим самым, когда вот мы оттягиваем крючком и определяем, где у нас эта петля, мы заходим в нее и провязываем столбик без накида. Мы тем самым удерживаем ровный край, чтобы у нас не перекособачивался. Мы с вами связали первый ряд раппорта после подготовительного ряда. Второй ряд. 6 воздушных петель. Это с левой стороны по схеме. Переворачиваем работу и заходим сразу в столбик без накида, который у нас находится над пико предыдущего ряда. И привязываемся к нему столбиком без накида. У нас получился такой квадратик. 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Заходим следующий столбик без накида, который у нас находится над тройным пико предыдущего ряда, и привязываемся столбиком без накида. 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Заходим в следующий столбик без накида над тройным пико предыдущего ряда и привязываемся столбиком без накида. 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Заходим в столбик без накида над тройным пико и привязываемся столбиком без накида. В конце ряда обратите внимание на схеме с правой стороны 3 воздушные петли. И в столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик с накидом 1. Мы с вами связали второй ряд. И далее мы вяжем третий ряд по схеме. Спасибо, что досмотрели мои видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Схему я оставлю в конце видео. А всем пока-пока.